В Дубосарской коррекционной школе-интернат капитальный ремонт. Здесь впервые за 65 лет не только белят и красят, но и меняют окна. Причем в обоих корпусах – учебном и спальном. Большое количество окон, которые даже не открывались. Мы даже не могли проветрить помещение, потому что рамы рассыпались, стекла были уже до того прокалены, что их даже невозможно было ни вставить, ни вытащить. И радость такая, что мы вошли в программу кап вложений, 240 окон в школе поменено, еще работы в стадии идут. Проинспектировать качество выполненных работ приехал и глава района. На капитальный ремонт коррекционной школы выделено около 2 миллионов рублей. Подрядчика определяли на тендерной комиссии. Мы приглашаем всех подрядчиков, которые могут участвовать как из Дубосар, так и из других городов и районов. И, соответственно, тот подрядчик, который предлагает оптимальные условия по цене и качеству работы, тот и становится победителем. Естественно, что образовалась экономия при проведении данных тендерных процедур, которые мы также используем на данный объект. За счет сэкономленных средств решили отремонтировать санузлы в учебном корпусе. Водоканализационная система там вышла из строя еще 40 лет назад. Сегодня она полностью заменена. Построена и новая отмостка вокруг здания школы, а также система отвода дождевых стоков. Косметический ремонт делают сами учителя и воспитатели. Сами белим, сами красим, сами вытираем, сами убираем. 24 числа приемка школы. Я надеюсь, что даже если у нас не будет хватать времени, то мы будем работать до вечера, для того, чтобы школа была на высшем уровне. 1 сентября в этой школе сядут за парты 155 детей с ограниченными возможностями из разных городов республики. Анжела Каранчук, Людмила Усюжанина и Семен Баланко.